мы обязательно вернемся. А прямо сейчас к нам присоединяется еще один спикер по видеосвязи. Вместе с нами Стас Маневич, программист компании Checkpoint и волонтер, который обеспечивает северную бригаду Голани всем необходимым. Стас, доброе утро, приветствую в эфире. Расскажи, пожалуйста, о той активности, которой занимаешься в последнее время. В рамках волонтерства нужна ли помощь и, собственно говоря, что необходимо для обеспечения бригады Голани всем необходимым? Добрый день. Во-первых, я сразу вас поправлю. Конечно, не всем необходимым, потому что для того, чтобы обеспечить бригаду Голани всем необходимым, нужны какие-то баснословные финансы, которых, безусловно, у нас нет, у нас ограниченные суммы. Вот. Мы обеспечиваем, мы напрямую связаны с командиром бригады Голани, и мы с ними, так сказать, разговариваем, обсуждаем, какие вещи им нужны из тех, которые царь им не может поставить. Или, либо не может поставить, либо может им поставить, но позже, да, там, не знаю, через месяц и так далее, они нужны сейчас. Вот это в двух словах. Нужны немножечко больше подробностей. Что конкретно вы сейчас поставляете, что вы закупаете, какими силами вам это удается? Ну, силами, так сказать, это делают несколько человека 4-5, но делается это силами огромного количества людей, которые, собственно, дали деньги, и мы собрали в районе 65 тысяч шекелей, и за счет этих финансов это делается. Это приватные люди в разных частях света, которые передали эти деньги. То есть что мы конкретно делаем? Ну, например, на прошлой неделе мы поставили этой бригаде Голани баллистические очки, потому что несколько дней до этого там упала Пцацат Маргима, я не помню, как перевести Пцацат Маргима, осколочная граната, нет, минометная граната. Минометный снаряд. Да, минометный снаряд. Упал минометный снаряд, и от осколков один солдат потерял глаз, остался без глаза. И бригада Голани приняла решение обеспечить всех солдат бригады защитными баллистическими очками. Что такое баллистические очки? Это очки, которые, ну, скажем, там, в 80% случаев могут выдержать осколок такого снаряда. Да? То есть, понятно, не когда снаряд попадает в самого человека, да, а когда он попадает понятно, что от прямого попадания не защищает, но защитит, если снаряд упал рядом и полетели осколки, и, так сказать, вот от таких вещей защищают. Вот, что нам, в принципе, ну это как пример. Мы купили им 459 пар очков таких, но понятно, что бригада сама, количество солдат в бригаде в разы больше, и то есть есть другие какие-то турмим, которые собирают деньги, которые, возможно, им это купят. Мы дособерем денег, им докупим. Вот такие вещи. Сейчас, допустим, они попросили едиот лехема, это такие ручки, которые прицепляются к автомату Тавор и к автомату М16, которые позволяют, я в этом не очень понимаю, но как они мне объяснили, это ручки, которые позволяют держать автомат более удобно, и когда он стреляет подряд несколькими очередями, то дуло нагревается. И для того, чтобы рука не стояла рядом с дулом, то вот эти вот ручки прицепляются на эти автоматы. Вот сейчас я нахожусь вот в данную секунду в магазине, не буду говорить его имя, в магазине оружия, у вас нельзя делать рекламу. Вот, в магазине оружия, это самый большой собак в Израиле. Поставщик. И вот я стою и жду, пока они мне дадут 25-30 таких ручек, и мы повезем это на север, на Хермон сегодня. Нужна ли вам помощь, Стас? В смысле, нужны ли люди, которые могут довести эти ручки до Хермона? Нужны ли автомобили? Нужно ли топливо? Хотите ли вы организовать еще людей и вам в подмогу?
Вы понимаете, наверное, люди нам не нужны, потому что ту активность, которую мы делаем, мы ее запросто делаем вот 4-5 человек, а когда нам что-то нужно, у меня достаточно большой Facebook, я пишу там, и сразу 200 человек появляются с машинами и так далее, которые готовы в любую часть Израиля ехать. То есть в этом плане не нужно, да. Теперь логистически, в принципе, тоже мы справляемся, нам не нужна помощь, потому что вот логистика этого дела, это в основном аналитика запросов, которые приходят. Дело в том, что сейчас социальные сети наводнены просто какими-то запросами из-за того, что очень много людей находятся в перманентной истерии. В основном это жены, матери солдат, которых забрали на САВ-8. И идут, эти солдаты звонят своим женам, и эти жены постят какие-то списки в социальные сети, и дальше эти списки начинают по сети гулять. Вот. И основная проблема – это отделить, так сказать, то, что действительно нужно, от того, что уже там 10-й день гуляют по сети, и уже давно это привезли, и уже это не нужно, и это уже переменилось давно. Да? Аналитика этого дела – это в основном то, что мы занимаемся, потому что пойти в магазин, купить то, что нужно, это достаточно просто и быстро. Да? Надо найти сапака и так далее, но это вот основная проблема – это именно анализировать то, что действительно нужно, связаться с правильными людьми в армии, да, то есть это, как правило, это ММП, Росапы, люди, которые Баалей Тафкидим. Как Баалей Тафкидим на русском? Не помню. И с ними вот как раз напрямую обсуждать количество и что действительно нужно, потому что они те, которые вот знают, что и как нужно в эти части именно сегодня привести. Вот. Какая, помощь нужна, но она, как всегда, нужна. Финансовая помощь – это всегда хорошо. Вот самое лучшее сейчас финансовая помощь. Спасибо большое, например, Стас. Да, я перебила? Пожалуйста. Нет, можете продолжать. Я могу еще долго рассказывать. У меня есть много историй. Спасибо огромное за то, что ты делаешь, и за всю помощь нашим солдатам на севере, особенно что касается очков, и вот эта ужасная история про выбитый глаз. Безусловно, подобная защита необходима всем солдатам. Понятно, что всем помочь невозможно, однако то, что ты делаешь, это уже огромный вклад в нашу общую победу. Стас Маневич, волонтер и программист компании Чекпоинт. Да, безусловно. То, что мы только делаем. Безусловно, ты как главный представитель тех людей, которые этим занимаются. Мы благодарны совершенно каждому. Большой удачи и легкой дороги на Хермон. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Всего доброго. Мы говорили о волонтерстве и помощи бригаде Голани, а пока возвращаемся в нашу студию.